Если вы смотрите это видео, вы счастливый обладатель Renault Grand Scenic 3, Renault Scenic 3, Renault Megane 3. У вас мигает ручник, и тут есть два варианта. Первый вариант, он просто у вас сломался в открытом состоянии, но это вам повезло. Второй вариант, он у вас сломался в закрытом состоянии, как у меня. Но мне тоже повезло, он сломался у меня на стоянке супермаркета. Я посмотрел несколько видео, на этих видео предлагают подвести 12 вольт к моторчику. Этот способ максимум 50% эффективности. Но есть более простой способ, у которого эффективность 100%. Для того, чтобы вам не тратить, как мне, время на просмотр видео, где есть много рекомендаций, как с помощью двух проводов подвести напряжение от вашего прикуривателя к неработающему электромоторчику. Вернее, он как бы работающий электромоторчик, если вам повезло и у вас порвался провод, ну или не повезло. Вот. Но этот способ эффективен максимум 50%. Максимум. То есть, скорее всего, эффективность у него процентов 20, потому что, скорее всего, просто ломается моторчик. Примерно к 200 тысячам, я думаю, такое случается часто. Итак, для этого понадобится всего два ключа Torx, для того, чтобы разблокировать ваш автомобиль. Сейчас я их покажу и покажу саму замену. Там все элементарно. Кстати, я заказал, сейчас покажу вам, какой вариант моторчика из Китая. Он стоит там 20 евро, и, в общем-то, не проблема его заказать. Вот такой у него номер. И вот таким образом он придет к вам из Китая. В комплекте идет электромоторчик, силиконовый уплотнитель и два винта где-то еще должны быть там. Вкратце, как это все дело заменить и как разблокировать. А, кстати, забыл сказать, нужно с собой возить всегда два ключа Torx. Нужен один Torx на 45, такой обычный Torx на 45, а второй Torx, ну я чуть позже скажу, не помню какой там точно номер, вот этот, либо этот. В общем, один Torx откручиваем винты, второй Torx разблокируем колесо. Откручивайте два винта, они абсолютно легко откручиваются, проблем у вас не возникнет. И после этого потихонечку на себя снимаете данный агрегат. Сейчас я вам попробую это показать вживую. Ничего сложного нету. Поморочиться чуть-чуть придется. Оказывается, его нужно просто чуть-чуть туда-сюда подкрутить. После снятия вы видите вот такой вариант. Да, я считаю нормальный вариант, потому что на видео показывали, было хуже. После этого надо снять вот эту вот старую уплотнительную резинку, поставить новую. Ну и, естественно, поставить новый ручник. Вот так выглядит тот, что я снял. Вот так выглядит свежепришедший китайский. Естественно, чем-нибудь смажьте, когда будете ставить, потому что ставите на силикон. Любая смазка, какую-то густую смазку пшикнул. Я думаю, этого хватит. На вид похоже по зубчикам. Вроде бы похоже. Но сейчас попробуем поставим. Посмотрим, как будет работать. Так как у меня резинка там целая, я, честно говоря, не вижу смысла ее перецеплять, потому что мало ли там китайская другая по диаметру. Попробую поставить вот так вот. Все стало отлично. Единственное, не очень легко становится вот эта вот защелка, но сейчас проверю. Если все работает и она не будет становиться, просто пшикну на нее чуть-чуть маслом. А так, китайский стал шикарно, после смазки маслом он вообще элементарно зашел. Винтики закручиваются, да, не откручивались, и старые хорошо, и новые хорошо стали. В общем, пробуем, работает или нет. Так, за Torx я сказал, а зачем он, собственно, на 45 нужен, забыл показать, уже поставил. В общем, в центре там обычный винт, и вы его просто на 3 оборота отпускаете, и у вас колодки разжимаются, вы это услышите. Не попасть и не смочь это сделать вы не сможете. Снимаете, отпускаете на 3 оборота, доезжаете, меняете и пользуйтесь дальше. Я завел мотор, а теперь попробуем его заглушить. Паркинг брейк он, то есть надо пару раз его поставить на ручник, и после этого, я думаю, сейчас и ошибка исчезнет. По крайней мере, ручник уже не мигает. Чтобы не попадать в такие ситуации, как я, а заглохла она возле супермаркета, до которого пешочком, ну, довольно далеко, и даже не пешочком. Просто возите два Торкса, а лучше набор, он стоит вообще недорого, 45 и 30, и элементарно. Вы сначала откручиваете сам ручник, а Торксом на 45, там внутри стоит обычный винт, 3 оборота делаете, машина без проблем ездит, ну, сделайте 4 оборота. Вы разблокировали, после чего вы опять ставите, если ваш 100% неработающий мотор, ставите его назад, закрепили провод и ездите просто с неработающим одним ручником и горящими ошибками на экране. Вот, но это лучше, чем совсем не ездить.
Всем пока. Кстати, никаких донкратов не нужно. Сейчас я покажу, машина просто стоит на земле. Вот таким образом я просто подлез под нее, открутил, закрутил, это элементарно. И, кстати, если у вас есть торксы 30 и 45, вы то же самое сможете разблокировать, займет это у вас, ну, как я и говорил, 5 минут. Пользуйтесь и не попадайте в такие ситуации.